Я приветствую вас, друзья, на канале Веселый Инженер. Инженерия — это всегда битва с физикой. И сегодня мы разберем машину, которая подошла к самому краю возможного. РД-170. Это не просто кусок железа, это самый мощный, самый тяжелый и самый эффективный жидкостный ракетный двигатель в своем классе за всю историю человечества. Представьте, более 800 тонн тяги в вакууме. Это колоссальная мощь, заключенная в компактный корпус. Но чтобы создать этого зверя, инженерам пришлось пройти настоящий ад и сломать стереотипы. А начиналось все с грандиозного американского вызова. В 60-е годы Америка создала свой шедевр – гигантский однокамерный двигатель F1 для полетов на Луну. Советский Союз ответил, но с небольшой задержкой в 15 лет. Но результат поражает. Посмотрите на них. РД-170 компактнее, но выдает большую тягу, а главное, его удельный импульс, то есть экономичность, на 17% выше у Земли. В масштабах тяжелой ракеты это означает экономия сотен тонн топлива. F1 брал грубой силой, РД-170 взял изяществом термодинамики. Но почему советские инженеры отказались от одной гигантской камеры и сделали 4? Ответ кроется в одной из самых страшных катастроф космонавтики. Взгляните на эту исполинскую ракету Н-1. Советская лунная программа погибла именно здесь. В чем же главная проблема? Синхронизация 30 отдельных двигателей на первой ступени. Это был управленческий динамический хаос. Академик Глушко, проанализировав этот провал, поставил жесткое условие. Для новой системы энергии Буран нам не нужны десятки мелких моторов. Нам нужен один монолитный энергетический узел беспрецедентной мощности. Но создать камеру нужного размера не позволяли акустические резонансы. И тогда Глушко принял решение, которое навсегда изменило всю архитектуру ракетостроения. Вот он, инженерный компромисс века. Вместо одной гигантской камеры сгорания, которая неизбежно бы разорвала бы саму себя вибрациями, Глушко объединил 4 камеры диаметром всего 380 мм. Но вся эта система питается от одного единственного турбонасосного агрегата. Один мощный сердечный клапан, распределяющий топливо по 4 сосудам. Это позволило сохранить стабильность горения, добившись невероятной компактности и жесткости. Однако, чтобы покорить эти 4 прожорливые пасти, потребовался насос, нарушающий все законы здравого смысла. Представьте себе мощь главной энергетической установки атомного ледокола, а теперь умножьте ее на 3. Вы получите 257 тысяч лошадиных сил или 190 мегаватт. И вся эта энергия генерируется вот здесь, на этом крошечном, бешено вращающемся роторе турбины. Он создает давление, способное раздавить подводную лодку в Марианской впадине. Такое давление было нужно лишь для одной цели – реализовать самую амбициозную и самую опасную схему работы ракетного двигателя. Схему, от которой отказались американцы на своем F1. РД-170 работает по так называемой замкнутой схеме с дожиганием окислительного газа. В старых двигателях часть топлива сжигалась просто для вращения турбины и выбрасывалась за борт. Здесь же нет никаких потерь. Весь колоссальный объем жидкого кислорода прогоняется через турбину в виде газа, а затем отправляется в основные камеры для создания тяги. Ни грамма рабочего тепла не расходуется впустую. Отсюда, в принципе, и возникает рекордная эффективность. Но эта гениальная схема был один критически и смертельно опасный недостаток. Внимание на экран. Что происходит, когда раскаленный до 400 градусов кислород под давлением в сотни атмосфер встречается с металлом? Металл не просто плавится, он вспыхивает как спичка. А теперь представьте, что этот газообразный ад должен под огромным напором идти по трубам к турбине и камерам сгорания. Любая пылинка, даже капля пота сборщика или малейшее трение лопаток турбины приводит к мгновенному взрыву. Двигатели сгорали на стендах один за другим. Нам срочно нужна была броня, способная выдержать этот кошмар. Инженеры потратили 5 мучительных лет,
только на то, чтобы найти спасение от этого горячего кислорода. Решением стали уникальные никелевые и металлокерамические покрытия для статора и ротора турбины. Металл буквально запечатали. Сегодня наука идет еще дальше. Ученые добавляют в сплавы наночастицы оксида алюминия, делая их прочнее вдвое, снижая окисление. Это прямое наследие тех технологий, которые заложили еще в РД-170, обеспечив ему ресурс для многоразового использования. Но чтобы турбина не взорвалась, нужно было укротить еще одного зверя. Да, я говорю про газогенератор. Это предкамера или газогенератор. По сути, это еще один полноценный ракетный двигатель внутри основного двигателя. Здесь небольшое количество керосина сжигается в колоссальном море жидкого кислорода. Давление внутри достигает сумасшедших 535 атмосфер. Это нужно для того, чтобы газовый поток пробил сопротивление турбины и с силой ворвался в основные камеры сгорания. Здесь должна быть смесь просто идеальная. Но при таких экстремальных давлениях неизбежно возникали гидравлические удары, рвущие металл просто на куски. Спасение нашли в детали, поражающей своей примитивной гениальностью. Посмотрите на эту трубу в газогенераторе. Заметили внутри еще одну трубочку, всю испещренную отверстиями. Это гидродинамический демпфер. Когда в камере случайным образом происходил скачок давления, способный вызвать цепную реакцию и взрыв, эта перфорированная трубка действовала как губка. Жидкость с трудом протискивалась через сотни мелких отверстий, поглощая энергию удара. Этот простой элемент навсегда разорвал смертельную петлю обратной связи и заставил агрегаты работать плавно. Но главный акустический шторм ждал инженеров внизу, в основных камерах. Мы подошли к главному врагу ракетчиков – высокочастотной неустойчивости горения. В гигантских камерах звуковые волны от взрывов топлива начинают резонировать, накладываться друг на друга и разрывают двигатель просто в пыль. Именно поэтому РД-170 разделили на 4 узкие камеры. В малом объеме ударным волнам просто негде разогнаться. Но даже этого было мало, чтобы топливо сгорало идеально ровно. Ну, как говорят, как по нотам. Инженерам пришлось создать устройство, которое до сих пор называют шедевром машиностроения. А если ты хочешь создавать устройство не хуже, переходи и изучай мои видео в закрытом Бустика сообществе. Ссылка в первом закрепленном комментарии и описании. Жду каждого. Взгляните на этот металлический лабиринт. Это форсуночная головка. Раскаленный кислородный газ приходит сюда закрученным и хаотичным. Эта паутина делит поток на 7 изолированных зон, выравнивая давление и скорость. Форсунки выставлены с ювелирной точностью, между ними оставлены специальные микрозазоры для рассеивания энергии любых оставшихся ударных волн. Капля за каплей керосин ювелирно впрыскивается в ревущий кислородный поток. Но температура этого горения способна расплавить камеру практически за секунды. Как же ее остудить? Камера сгорания – это не просто медная труба, это сложнейший теплообменник. Керосин, прежде чем сгореть, под колоссальным давлением прокачивается сквозь тончайшие каналы внутри самих стенок сопла, отбирая на себя тепло. Но и этого мало. Около 2% топлива впрыскивается прямо вдоль стенки. Это называется завесное охлаждение. Топливо испаряется, создавая невидимую паровую пленку, которая физически оттеняет температуру в 3500 градусов от металла. Гениально, но не так ли? Однако этот путь к триумфу был усеян обломками. Давайте будем честны, этот шедевр не родился за одну ночь. До августа 1980 года стенды горели просто один за одним. 19 тяжелейших аварий. В Загорске взрыв полностью уничтожил испытательный комплекс. Ремонт занял полгода. Авторитетные ученые даже писали министру обороны с требованием закрыть проект, утверждая, что такие параметры физически просто невозможно достичь. Но главный конструктор Радовский и его команда не сдавались. Они сжали зубы, изменили сплавы, перенастроили форсунки. И вот спустя долгих 9 лет
разработки родилось триумф энергии. Ночь 1987 года. Система «Энергия Буран» отрывается от Земли. 4 боковых блока на каждом по РД-170. Они отработали как швейцарские часы. Надежность, заложенная в этот двигатель, оказалась настолько феноменальной, что его проектировали на 10 повторных запусках, а на стендах он выдерживал до 20. Мы получили технологию, аналогов которой в мире на то время вообще не существовало. Но чтобы эта ракета летела ровно, тягой нужно было управлять. И здесь на сцену выходит его брат-близнец. Знакомьтесь, РД-171 – модификация для ракеты «Зенит». В отличие от базовой версии, инженеры научили камеры этого монстра качаться в 2 плоскостях. Только представьте, гибкие гофрированные трубы, сильфоны под давлением в 250 атмосфер изгибаются, отклоняя поток пламени на 6 градусов. При тяге в 800 тонн это создает колоссальный управляющий момент. Ракете больше не нужны дополнительные рулевые движки для крена. Но самая удивительная трансформация этого семейства была еще впереди. Гениальный модуль архитектуры РД-170 позволил буквально распилить его на части. Взяли один турбонасос, уменьшили его мощность и оставили только 2 камеры сгорания. Получился РД-180. Американцы, которые так и не смогли освоить технологию богатого кислородного закрытого цикла, были в шоке от его характеристик. Они закупили десятки этих двигателей для своих тяжелых ракет «Атлас-В». Наше советское наследие долгие годы выводило в космос американские военные и научные спутники. Но деление на этом не остановилось. Если можно отрезать половину, почему бы не оставить всего четверть? Так появился РД-191, элегантный однокамерный двигатель. При этом он сохранил всю фундаментальную архитектуру и невероятную удельную мощность своего прародителя. Именно он стал сердцем новейшего российского семейства ракет «Ангара». Один базовый проект, рожденный в 70-е годы, дал жизнь двигателям для целого спектра ракетных носителей от легкого до тяжелого класса. И сегодня история РД-170 совершает свой новый виток. Перед вами РД-171МВ. Сегодня его заслуженно называют «царь двигателя». Это прямая модернизация для новой ракеты «Союз-5». Инженеры НПО «Энергомаш» перевели все чертежи в цифру, внедрили новые российские компоненты и электронные системы управления. Во время недавних испытаний этот агрегат суммарно отработал почти полчаса, выдавая тягу свыше 800 тонн. Запас прочности, заложенный полвека назад, оказался практически неисчерпаемым. Но сегодня у нашего царя появился грозный конкурент за океаном. Илон Маск и его SpaceX Raptor впервые за десятилетия кто-то бросил вызов гегемонии РД-170. Raptor использует метан и еще более сложный цикл с полной газификацией. Ему уже удалось побить рекорд по давлению в камере, превысив отметку в 300 бар. У Раптора прекрасный удельный импульс в вакууме, но по абсолютной мощности, плотности тяги для керосиновых машин РД-170 по-прежнему держит корону. Однако у классического керосина есть одна неприятная особенность, которая сильно усложняет его многоразовое использование. Керосин – это углеводород. При сгорании в условиях богатой топливом смеси, которая необходима в некоторых зонах двигателя, он неизбежно выделяет сажу. Металл покрывается коксом, форсунки забиваются нагаром. Чтобы запустить двигатель повторно, его нужно тщательно обслужить. Метан же горит идеально чисто. Поэтому для быстрого многоразового использования новые метановые двигатели подходят намного лучше. Значит ли это, что эпоха классической инженерии подошла к концу? Вовсе нет. Инженерия не знает слова «конец». Сегодня мы видим, как алгоритмическое проектирование и 3D-печать создают детали невероятной сложности, рассчитывая теплообмен на компьютерах. Но все эти современные инновации, новые высокоэнтропийные сплавы и аддитивные технологии лишь дополняют те фундаментальные законы газодинамики и термодинамики, которые советские конструкторы нащупали вслепую через боль, пот и аварии.
Они проложили дорогу, по которой сегодня идут все. РД-170 и его семейство – это не просто страница истории, это действующий живой золотой стандарт ракетостроения. Конструкция, бросившая вызов акустическим резонансам, законам материаловедения, пределам давления. Этот двигатель доказал, что смелость инженерной мысли способна преодолеть любые барьеры. РД-170 останется в истории как абсолютный технологический триумф. У меня на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, возможно дизлайки, переходите в мой Бусти канал, там много интересного, и всем добра. Пока-пока.